Итак, вот он, наш красавчик. Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня у меня вот такая интересная новиночка от компании Madimio, серия «Наши автобусы», и это выпуск номер 65. За сколько купил, где, все расскажу в видео, поэтому слушайте без перемоточки, вся информация будет там. И вот она модель, сразу покажу вам, вот в таком блистере идет красиво. Ну, модель мы посмотрим чуть позже, давайте листанем немножечко журнал. Так, у нас картоночка идет и наклеечка, соответственно. Наклеечка выглядит вот таким вот образом. Ну и давайте пролистнем быстренько журнальчик. Итак, идет бычок, качается у нас. Значит, ну это автобус. На самом деле, как бы я, может быть, и видел, но всего лишь вот прям, ну, по пальцам можно руки пересчитать. Раз 5, может, ну, максимум 10 раз такой автобус. Если вы видели, может быть, ездите на таком постоянно, то пишите обязательно комментарий. Итак, выход данного журнала был 14 октября 2024 года. Ну, соответственно, пока вы заказываете, ждете. В общем, весь этот процесс долго происходит, поэтому вот снимаю уже сейчас конец декабря, считай, только получил. Цена, по поводу цены здесь вот указано 2500 стоит. Давайте я вам вот так чуть-чуть опущу немножечко, чтобы вам виднее было. Вот, наверное. Можете ставить на паузу, кому интересно, читайте. Но мне обошлась она около 3000 с доставкой. Вот такие вот дела. Даже если быть точнее, 3053 рубля. Ссылку на него я оставлю в описании, если что. Можете заходить, заказывать. Итак, вместимость у него, кстати, 22 места. Такой довольно-таки вместительный автобусик был. Конечно же, мало распространенный такой. В общем, был с такой распашной дверью. Это, ну, такой же, да, только... со сдвижной боковой дверью написано. У нас будут ширмовые двери. Вот такие ширмовые. По-моему, правильно они называются. Так, псковский вариант на базе ЗИЛ-53. Короче, видите, много разных вариантов их делалось. Так. И КАВС, кстати. Это уже КАВС называется. В общем, это ЗИЛ. Это ЗИЛ-3250. Так, значит, что у нас по вместимости? Вместимость 22 человека. Это места для сидения. Давайте максимальная, значит, скорость у нас 95 километров в час. Расход топлива 12 литров. При 60 километров в час 12 литров. Ну, я думаю, что по факту, наверное, намного больше было. Так, схема сейчас будет. Вот такая вот схема автобуса. Соответственно. Поехали дальше. Информация про тахометр, который, кстати, по-моему, да. Посмотрите. Тут написано. Мог похвастаться наличием тахометра, оказался ЗИЛ-3250. Ну, про тот автомобиль, о котором мы сейчас с вами говорим. Ну, вернее, про его базу, так сказать. Так, здесь у нас в Республике Беларусь фоточки пошли, в Москве. На заводе ЗИЛ, я так понимаю, с одностворчатой дверью даже был. Это двухстворчатая дверь называется. Автоматическая двухстворчатая дверь. Так, сдвижная дверь. В общем, автобус МЧС. Ну, в общем-то, информация стандартная. Так, сейчас перелистнем листочек. Здесь у нас пошли про автобусы КАМАЗ. КАМАЗа автобуса Пром. Вот такое название имеет. Челябинский автобусный завод, ЧелАЗ. В общем, все на одно лицо, я так понимаю, но с разными названиями, какими-то там дополнениями, которые, может быть, обычный человек и не увидит, но названия у автобусов разные. Я недавно снимал вроде бы ПАЗ Аврора, а со значком он получается ГАЗ. Оказалось, это вообще КАВС, по-моему, называется автобус. Ну, в общем, все запутано в автобусах бывает. И Карус был, и Карус, да, потом все в разнобег пошло. Что-то здесь вот карета скорой помощи. Никогда не видел вообще. Вот внутреннее наполнение.
Ну, в общем-то, и все. Давайте переходить к модели. Вот про этот мне автобус говорили, МАЗ-103 с ними. Но, ребята, у меня есть поинтереснее модели от Мечта коллекционера. Видос есть на канале, можете посмотреть. Очень классная модель. Поэтому эту модель я пропускаю. Что ж, открываем и смотрим поближе. Итак, вот он, наш красавчик. На самом деле симпатичный. Необычные автобусы, очень приятно заполучить такую в коллекцию. Тем более, мне кажется, очень мало кто такие выпускал. Обратите внимание, что колеса идут у нас с расшивочкой. Так, размерность у нас написана, да? R16 или нет? Не могу понять через камеру. А вот здесь вот прям отчетливо видно Кама 218. В общем, имитация стального диска, да? Тоже проработочка довольно-таки неплохая. Задние колеса у нас спаренные. И, кстати, я обратил внимание, знаете, на что? Что внутри, вот на внутренней стороне колеса, вот здесь вот. Сейчас я вам приближу. Вот тут, видите, тоже имеется расшивка. То есть не просто так поставили колеса, а как бы все они с расшивкой идут. Вот такие дела. Снизу модель выглядит вот так. Проработка заднего моста имеется. Выхлопная система сделана. Следы клея. Видите? Если видите, вот они. Следы клея находятся. Погнали дальше. Что у нас интересного? Коробку видно, соответственно. И передняя подвесочка тоже имеет небольшую проработку. Также внутри стоит радиатор. В передней части его видно. Вот так даже можно под бампер заглянуть. Его видно. Зеркала, ребята, у данной модели выполнены из пластика с имитацией зеркала, но они на самом деле очень-очень хрупкие. Они похожи вот такие, как на зилах стоят, и вот как бы очень требуют бережного отношения. Данную модель можно разобрать двумя болтами. Она разбирается, по крайней мере, что я вижу. Это вот здесь болт. Очень неудобно находится он. И вот на задней части вот он, болтик, винтик. Вот так вот выглядит у нас салон пассажирский. Никаких поручней, ничего нет. А вот внутри на торпеде я вижу какая-то проработка есть. Сейчас попробую приблизить. Опа. Ничего не вышло, да? Ну вон. Эх, фокус ушел. Ну, в принципе, вы, наверное, видели на передней части. Вот какие-то у нас есть приборы. Вернее, клавиши от приборов. Пороги у нас идут хромированные здесь, где подножка, сделана имитация хрома. И лючок бензобака выполнен. Ну, все остальное здесь по кузову идет, в общем-то, в принципе, просто окрашенное. Габаритные огни, ну, подсветочки, это все у нас окрас идет, соответственно. Задняя часть выглядит вот таким вот образом у нас. Тоже вся оптика, соответственно, просто окрас идет. Но это удешевляет модель. И, кстати, модель выполнена из пластика. Габаритные здесь, или, ну да, это, наверное, габаритные огни, тоже все окрашено. Давайте посмотрим переднюю часть. Ну, передняя часть у нас поинтереснее сделана. Соответственно, посмотрите, оптика у нас идет пластиковая. Дворники сделаны отдельным элементом. Как-то что-то грубовато они сделаны. Ну, не знаю. Я думал, у настоящего также. Очень толстоватые, на самом деле. И вот эти габаритные огни, они выполнили из пластика, ребят. Вот. Сейчас попробую вам показать более детально. Вот видите? Вот они. Пластиковые. Почему нельзя сделать сзади? Но это копеечный элемент на самом деле. Ничего не стоит. Здесь у нас стеклышки стоят, ну, имитация стекла. И здесь окрас. Передняя часть как-то, не знаю, ну, вроде симпатично, вроде похоже. Ну-ка, не уезжай. Сейчас мы вот так вот поставим. Ну, как, похоже. Мне вот почему-то кажется, бампер как-то коротковат. А вы напишите свое мнение в комментариях.
Не знаю. Это мое чисто, сугубо мое мнение. Так, место водителя у нас выглядит вот так. Ну, очень неудобно, конечно, что заглянуть. Но вот приборная панель выполнена в виде декалей. И, может быть, так вот будет поудобнее. Ну, как-то вот так, ребят. На крыше данной модели у нас находится имитация люка. Ну что сказать, ребят, в целом довольно-таки интересная модель получилась, как бы в коллекцию, мне кажется, интересно такой заиметь. Вы напишите свое мнение в комментариях, понравился вам, нет. В общем-то все, вот такой вот видос. Если вам понравился, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем самое главное, конечно же, добра. И, кстати, по поводу других площадок, я на всех, в принципе, есть, все публиковал. Можете зайти в описание канала, посмотреть, там все указаны мои остальные, так сказать, соцсети. Но на них ролики выходят немного позднее. Только лишь на площадке в Дзене ролики выходят немножечко побыстрее, в остальных с задержкой где-то на неделю. В общем-то все. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока, всем добра.